Упоминая хищных зверей нашей страны, многие из нас чаще всего подразумевают волка или медведя, величественно бродящего по лесам. Эти мощные и устрашающие создания вызывают у нас одновременно восхищение и страх своим высочайшим статусом в пищевой цепи. В русском фольклоре волк стал символом хитрости и выносливости, а медведь олицетворяет силу и мощь. Но при этом незаслуженно забываем о рыси, этой таинственной, грациозной и хитрой лесной хищнице, которая является одним из важнейших звеньев лесной экосистемы. Рысь молчаливо и незаметно поддерживает баланс в природе, охотясь на мелких животных и контролируя их популяцию. Иногда можно подумать, что эти хищные создания просто существуют в тени, однако они играют критическую роль в сохранении здоровья экосистемы. В этой правдивой и поучительной истории главным героям довелось на собственном горьком опыте познать цену преданности не только рыси, но и всех животных в целом, которые нас окружают и помогают нам выжить в этом мире. Произошел этот случай в одном из поселков средней полосы России, скрытом среди зелени и тихих естественных звуков природы, который был окружен великолепными и величественными хвойными лесами, где каждый шорох мог скрывать тайны дикой природы, оставляя следы в сердцах. Теплым июньским днем, когда природа оживлялась под лучами солнца и нежный ветерок трепал листву, в маленький поселок, где всегда было спокойно, и жизнь текла размеренно. Без лишних волнений прибыла группа молодых парней на шершавовшем автомобиле. Нельзя сказать точно, приехали ли они к кому-либо из своих родных или же просто решили заняться активным туризмом, пустившись в путешествие по этому живописному и диким местам. Но для местных жителей это третье лето подряд, когда необычные гости нарушают их мирное существование. Но то, как эти завидные и шумные гости стали себя вести, просто шокировало и озадачило стариков и детей, которые обычно заполняли улицы своим смехом и радостью, поражая красотой местной природы. Включив громкую музыку, которая гремела, как раскаты грома в ненастный день, они, похоже, забыли обо всем и, беззаботно, весело прославляя жизнь, поставили свой автомобиль в тени раскидистого клена, являющегося укрытием от палящего солнца, и стали распивать спиртные напитки. К сожалению, в большинстве случаев это сопровождалось безудержным поведением, несущим с собой хаос и неприятности. Они не осознавали, какой ужас могут причинить местным жителям, живущим здесь в гармонии с природой. Конечно, местные жители, включая пожилых и опытных охотников деревни, пробовали урезонить нарушителей спокойствия, обращаясь к ним с просьбами и устраиваниями, чтобы прекратить это безобразие, но все их попытки, к огромному сожалению, не принесли желаемого результата. Громкие крики и смех лишь подстегивали молодчиков, которые продолжали веселиться, пренебрегая законами морали. Но затем, когда на улицу вышла молодая, прелестная девушка, приходившаяся внучкой пожилой доярки, ситуация заметно обострилась. Поскольку девушка была неповторимо хороша собой и привлекала всеобщее внимание, ее появление будто сразу же окутало группу разгоряченных алкоголем молодчиков. И они заметили ее словно хищники, приманенные запахом жертвы. Увидев, что красавица оставила их комплименты без внимания, молодые люди, ощутив пьяный азарт и уверенность, тут же предприняли попытку затащить ее в свой автомобиль, полагая, что могут добиться своего без всяких трудностей. Но в этот самый момент произошел инцидент, который впоследствии подвыпившие хулиганы будут вспоминать с содроганием и искренним страхом. Дело было в том, что сразу после нападения на девушку из ближайших кустов, на который они, вероятно, не обратили и не могли обратить внимание, выскочила огромная рысь и с рычанием накинулась на ее обидчиков. Раздавая оплеухи направо и налево, с пугающим и завораживающим рычанием, лесная хищница довольно быстро восстановила справедливость и, зарычав, обратила негодяев в бегство. Свирепость ее даже поразила членов этой группы, и они, испугавшись, бросились в разные стороны, теряя всякое представление о том,
что происходит и что их ждет. Никто из собравшихся местных жителей не знал толком, откуда появилась эта рысь и каким образом она попала в поселок, но лишь одна милая внучка пожилой доярки, загадочно улыбаясь, знала, в чем было дело. А все началось 3 года назад, когда охотник из района нашел в лесу детеныша рыси, кроху, мать которого убили браконьеры, показывая самое бездушие и неуважение к природе. Отлично зная о том, что полуслепой старушке в поселке требуется котенок, охотник принял решение пойти на хитрость, чтобы продать ей рысенка и заработать на этом немного денег. Он прекрасно понимал, что старушка живет в одиночестве, и обмануть ее будет не так уж сложно. Используя слабое зрение пожилой женщины, охотник забрал у нее последние деньги, не считая нужным подтвердить честность своих намерений, и вручил ей отчаянно мяукающего рысенка, который, не понимая, куда его ведут, лишь тонко и жалобно выл в руках негодяя. Радуясь неожиданной удаче, мужчина в спешном порядке уехал в райцентр, а полуслепая старушка, которая даже помыслить не могла о том, что ее обманули, начала с трепетным и бесконечной любовью ухаживать за своим новым питомцем, надеясь, что теперь в ее доме будет счастье и игривый кот. Лишь через месяц, когда к ней приехала в гости ее внучка, она узнала, что растит не котенка, а самую настоящую рысь, хищницу, которую она должна была бы защищать и оберегать. Внучка сразу заметила у малыша характерные кисточки на ушах, мимишную, но опасную внешность, и поняла, что ее бабушку обманули. Но за этот срок старушка так привыкла к своему детенышу, своей маленькой, но грозной питомице, что наотрез отказалась отпускать ее в лес, где ее ждали неопределенные опасности и жуткие угрозы. Прирученная лесная хищница очень любила свою хозяйку и ее внучку, которые стали для нее настоящей заменой семье, которую она потеряла. Именно эта рысь, преданная и храбрая, в один из решающих моментов спасла девушку от обнаглевших хулиганов, которых после изрядной дозы спиртного потянула на подвиги, совсем не осознавая, какой беды они могут причинить ей. После случая с нападением слух о ручной рыси мгновенно разлетелся по округе, и с каждой минутой она становилась все более популярной среди местных жителей, завоевывая сердца и умы тех, кто случайно оказывался рядом. Объект внимания, интереса и любви. Сложно сказать, была ли права старушка, когда отказалась выпустить своего питомца рыси в лес. Скорее всего, женщина прекрасно понимала, что без помощи человека малютка попросту погибнет в дикой природе, где царит беспощадная борьба за существование. Конечно же, запуская цепочку добра, женщина не могла знать о том, что через каких-то 3 года эта рысь спасет ее любимую внучку, и что ее самоотверженность и любовь вырастут вместе с этим хищным существом. Поэтому, совершая добрые поступки, не стоит ожидать мгновенной отдачи и награды. Настоящая доброта сама по себе служит источником силы. Вместо этого лучше сконцентрировать свое внимание на том, кому в этот момент помощь нужна больше всего, и не ждать ответной реакции. Однако, как показывает жизнь, бумеранг добра рано или поздно сам найдет своего владельца, который будет готов его принять и наградит добродетельного человека тем, чего он ждет от окружающих. Такова природа поступков, основанных на любви и преданности, которые способны изменить судьбы и соединить живые существа в бесконечном круговороте жизни, каждая из которых непременно переживает свою собственную, уникальную и важную историю.